Давайте сделаем переплет для нашего альбома. Соберем мы его по принципу прошивного переплета, ссылку на который я оставлю под видео. Однако наш переплет будет крепиться на братцы, для того, чтобы его могли сделать даже те, у кого нет швейной машинки. Нам понадобится картон, у меня это крафт-картон плотностью 250 грамм. Натуральная ткань, хлопок, лен, двунитка, диагональ. То есть любая ткань, которая состоит из хлопка и не тянется. Также нам понадобится клей ПВА, ну и собственно братцы. Свои я заказывала на AliExpress и за смешные деньги получила в наборе около 500 штук. Как рассчитать размер корешка? Высота страницы нашего альбома 22 сантиметра, а высота корешка 23,5. То есть я в высоту добавляю с каждой стороны приблизительно 5-7 мм. Ширина рассчитывается так. В альбоме 5 листов. То есть я отмечаю 5 листов и 6 расстояний между ними по 1 сантиметру. Начинаем с расстояния между листами. Откладываю 1 сантиметр. Затем 3 мм на вклейку основы для листа. Далее опять 1 сантиметр. 3 мм. И так расчерчиваю весь корешок и заканчиваю 1 сантиметром. Соединяем все линии, не нажимая на карандаш. Из льна я выкроила 6 полосок. Их высота 20,5 сантиметров. То есть они немного меньше, чем наши странички 22 сантиметра. И ширина 5 сантиметров. Также я из картона вырезала полосочки. Высота их такая же, как высота переплета, то есть 23,5 сантиметра. А ширина 1 сантиметр. Это то расстояние, которое мы оставляли с вами между листами альбома. Теперь полосочки картона нужно приклеить к хлопковым полоскам. Так как этот переплет у нас прошиваться не будет, мы стараемся промазывать полоски клеем максимально аккуратно и полностью по всей поверхности, оставляя только краешки, которые не будут приклеиваться к ткани. Если вы хотите, чтобы ПВА держался максимально прочно, то после приклеивания полоски можно еще и дополнительно прогладить. Также стараемся следить за тем, чтобы неприклеенные картонные вот эти вот выступы были максимально одинаковы на всех полосочках. После этого вклеиваем каждую полоску на оставленное для нее место.
Также приклеиваем полоску ткани с обратной стороны переплета вот таким образом. Высота этой полоски такая же, как высота лицевых полосок, а ширина чуть больше, чем вся наша конструкция вместе с отогнутыми ушками. Видите, здесь выступает ткань буквально по 5 мм с каждой стороны. Можно сделать и равную по ширине. Всю эту конструкцию также можно прогладить утюгом для большей сцепки клея. Теперь сделаем каптал для нашего переплета. Для этого я взяла две полоски ткани шириной 5 см и длиной 10,5 см, при том, что ширина каптала у меня 7,5 см. Первое, что нам нужно сделать, это подклеить полоски ткани внутрь вот таким образом, чтобы ширина полоски была равна в итоге ширине нашего переплета. Обратите внимание, на моей ткани это не очень заметно, но если у вас есть лицевая и изнаночная сторона, то с этой стороны изнанка, а с этой стороны лицо. То есть мы подклеиваем полоски ткани внутрь изнаночной стороной. Для того, чтобы сделать каптал, я возьму клей понадежней, и в моем случае это Момент Кристалл. После этого приклеиваем полоску ткани с обратной стороны каптала таким образом, чтобы у нас находила ткань на ткань. Как видите, здесь у меня остается запас приблизительно на 2 сантиметра, а сверху оставался 1 сантиметр. Теперь оставшуюся ткань дважды подгибаем и приклеиваем к самому переплету. Вот таким образом. Раз. То есть подгибаем до края переплета. И второй раз подгибаем уже на сам переплет. Повторяем все то же самое для другой стороны. Теперь у нас есть два способа укрепить свой переплет. Либо с помощью братцев, либо с помощью небольших флюверсов и крокодайла. Я буду делать это с помощью братцев, потому что они, как правило, есть у всех. Нужно рассчитать, куда мы будем вставлять братцы. Первый, конечно же, в середину. То есть я нахожу середину полоски и ставлю отметку. Затем следующие братцы нужно поставить по краям таким образом, чтобы они пробивали всю конструкцию и захватывали часть ткани от каптала. То есть сам братц должен выходить где-то вот в этом месте. У меня это получается приблизительно на расстоянии 1,5 сантиметров. Здесь я ставлю следующую точку. То есть с этой стороны я также откладываю 1,5 сантиметра. И теперь расстояние между полученными точками середины и края
у меня это 9,5, я делю пополам, то есть 4,75, ну 4,7, грубо говоря. Ставлю еще одну точку. И здесь также делю пополам. 9,5, 4,7. Все остальные полоски я также размечаю, то есть ставлю точку посередине на расстоянии 1,5 сантиметров. И еще между этими точками также ставлю точку посередине. Затем, после того, как я размечу все полосочки, в отмеченные места я поставлю братцы. Я укрепила первую полоску. Обратите внимание, что здесь у меня ткань держится не только на клею, но и на братцах, а также то, что все ножки от братцев я расположила вдоль переплета. Сделала это для того, чтобы потом они не мешали переплету свободно сгибаться. Теперь все то же самое я сделаю для других полосок. У вас братцы могут стоять шире или уже в зависимости от размера вашего переплета. Переплет готов. Осталось вклеить страницы. Чтобы картон не расслаивался по краям, я сначала покрыла его золотой краской, но мне показалось, что она слишком яркая, поэтому я приглушила цвет с помощью патины от Prima. Вклеивать страницы я буду на клей ПВА. Для более крепкого сцепления основы альбома с обложкой впоследствии я также между крайними ушками ткани вклеиваю полоски картона. По длине они такие же, как полоски ткани, а по ширине несколько больше. Приклеивать также буду на клей ПВА. Ну вот и все. Без ниток и единого стежка мы вместе с вами получили переплет, который по своей надежности и аккуратности не намного уступает прошивному. Осталось только поставить его в вертикальное положение и дать клею окончательно просохнуть. Надеюсь, мой мастер-класс был для вас полезен. Всех целую, обнимаю. До скорых встреч. Пока-пока.